Мы рассмотрим вопросы переработки навоза, помета, отходов биогаза и прочих пищевых и перерабатывающих отходов в биогазовых установках для получения электроэнергии, тепла, для снижения затрат на приобретение энергетических ресурсов и, соответственно, для получения дополнительных выгод от вашего основного бизнеса. Биогазовые установки, многие задают вопросы, насколько они эффективны и актуальны для России. Приходите и узнайте об этом. Всем известно, что биогаз – это универсальная энергия для возобновляемых источников энергии. Да? Это некая газовая смесь, наполовину состоящая из метана, и примерно 50%, также 45% состоящего из прочих газов, например, углекислого газа, сероводорода. В зависимости от типа сырья, исходного сырья, степени очистки, данные показатели могут меняться, но в целом метан составляет 50-80%, а прочие газы 20-50%. Что такое биогаз, откуда он берется и почему это био именно? Да? То есть биогаз – это процесс, выделяемый жизнедеятельностью различных бактерий при переработке субстрата. Выделяется 4 ключевых стадии переработки субстрата, исходного сырья, отхода или продукта в биогаз. Это первый – гидролиз, то есть анаэробные бактерии с процессом гниения, то есть анаэробный процесс гниения, без доступа кислорода, переводят простой сахар и аминокислоты в органические кислоты, двуокись углерода и так далее, соединяя, то есть молекулы. В связи с этим поднимается кислотность и вымирают эти бактерии анаэробные и включаются кислотообразующие бактерии, которые трансформируют процесс в образование уксусной кислоты, в результате которого у нас на выходе получается двуокись углерода, другими словами, уксусная кислота и водород. Дальше, то есть это процесс химических соединений. Последняя стадия – это образование метана. Метановые бактерии, то есть синтезируют на основании двуокися углерода и уксусной кислоты метан и, соответственно, СО2, двуокись углерода, а также воду. Но в процессе еще выделяется дополнительное тепло, которое идет в процессе разложения и так называемого бактериального процесса. Эти все стадии не могут проходить в одном биореакторе. Как правило, это разделяется на две стадии. Либо это в одном биореакторе, тогда они должны быть последовательны, и нужно каждый раз перезапускать систему, то есть мы не получим поточную энергию. А для этого всегда метантенки разделяются на этапы, то есть тем самым мы можем обеспечить процесс производства биометана одновременно. Сейчас достаточно часто есть термин, что биогаз – это некий газ, который можно быть напрямую использован вместо газа в магистральном трубопроводе. Это не так, потому что биогаз, как правило, очень насыщен СО2, углекислотой, и горение его будет нестабильно, с дополнительным выхлопом и темным пламенем. Да? То есть в чистом виде он горит достаточно плохо. Если передавать данный газ с содержанием СО2 40% для сжигания в двигателе внутреннего сгорания, так называемых дизель-генераторных установках, то это приведет к детонации элементов поршневой системы и пониженному КПД. Чтобы это не происходило, происходит процесс очистки. Какая степень очистки будет? То ли СО2 останется 20%, то ли останется 5%. Да? Если останется 5%, получится некий биометан. Это прямо газ, полный аналог природному газу, который у нас перекачивается непосредственно в магистральных газовых системах. Это я немножко рассказал про термины, чтобы можно было разговаривать на одном языке. Таким образом мы понимаем, что при производстве биогаза его можно использовать
с последующей небольшой очисткой. Да? В результате производства биогаза из навоза, потому что у нас животноводческий форум, и больше всех заинтересованы в биогазе животноводы, потому что навоз – это некий условно бесплатный продукт, который можно направить на переработку и получение ценного продукта – это биогаза, из которого можно синтезировать так называемую электроэнергию, получаемую в процессе сжигания когенераторных установок, и тепловую энергию. А также очень важно не забывать об этом, после переработки навоза в биогаз дигестат, ценное органическое удобрение, никуда не девается, оно тоже остается. И это примерно 92-95% от исходного сырья. Можно его, конечно, высушить и получить еще ценные органические удобрения относительно сухие после разделения. Об этих этапах я сейчас расскажу подробнее. Важно сразу понять и не забывать, что биогаз – это не только энергия, не только тепловая энергия, но и органические удобрения. И только комплексное использование всех ресурсов, тепловая, электроэнергия и удобрения позволит окупить, сделать систему окупаемой, да, которая принесет вам прибыль. Кроме навоза, давайте рассмотрим, какие еще отходы можно перерабатывать в биогаз. Я могу сказать, что почти все. В конце презентации я подробно расскажу о том, что отходы супермаркетов, пищевых производств также являются очень ценным и качественным сырьем. То есть это просроченные пищевые продукты, отходы бойни, пивная дробина, травяной силос. То есть практически все биоотходы, которые вы знаете, у меня таблица просто не вошло, все, что могу перечислить. На самом деле таких страниц может быть очень много. Любой продукт может быть, биопродукт, может быть синтезирован в биогаз за счет биосинтеза бактерий. Важно, насколько ценный это продукт. Например, навоз КРС, содержание сухих веществ в субстрате и биогаз, здесь содержание влаги в исходном субстрате, ошибся, и сколько биогаза мы можем получить, соответственно, после сжигания, сколько электроэнергии мы можем выбрать, и сколько тепловой энергии у нас генерируется. Когенераторная установка. Когенераторная, значит, мы вырабатываем и тепло, и электроэнергию. Твердая фракция навоза за счет своей более высокой концентрации вырабатывает уже 108 метров кубических. Например, кукурузный силос, на чем это достаточно популярное сырье в Европе, при своей низкой влажности вырабатывает уже 204 метров кубических от одной тонны исходного сырья. Какие наиболее энергетически ценные? Зерно кукурузы в чистом виде. Чем выше белка, тем больше энергетическая ценность. Здесь тоже нужно понимать, что нам проще продать зерно или переработать биогаз. В Европе проще переработать биогаз, у нас продать. Несмотря на то, что относительно других продуктов навоз имеет относительно низкие ценностные показатели, переработка навоза на самом деле является достаточно эффективным, потому что мы получаем навоз, перерабатываем в органическое удобрение, который полностью исключает запах, перерабатывает в ценное органическое удобрение, которое экономит средств на основные, при этом обеспечит по сравнению с нативным навозом дополнительный прирост. Есть множество исследований, где вносят нативный навоз, непереработанный, и дигестат после биогаза. Урожайность повышается на 10-15%. Самое главное, он не пахнет. То есть при внесении жидкой дигестата после разделения на жидкую, твердую фракцию или в чистом виде, запаха нету. Можно вносить как поверхностно, так и внутрипочвенно. То есть это решение экологического вопроса очень важно. Энергетически, то есть стабилизация цен на электроноситель, электроэнергию, потому что мы знаем, чтобы подсоединить дополнительные мощности,
мы должны в энергетическую компанию сделать проект и купить эти мощности в России. В каких-то регионах это субсидируется, в каких-то нет. Только для новых проектов это субсидируется. Если у вас уже существующие животноводческие комплексы, вы запланировали построить какой-то там мясокомбинат или цех, то вы можете быть стеснены в своих фантазии и развитии по той причине, что недостаток электроэнергии. Во многих регионах он имеет место быть. Во многих превышает. Экологически, соответственно, снижение загрязнения за счет снижения вакообсемененности, запаха и эффективности. То есть перерабатывать, то есть можно получить органическое удобрение ценного качества, которое можно продавать. В Европе практически все делают. И твердое органическое удобрение, полученное после биогаза, является действительно ценным и продается в любом супермаркете в Европе. Ну и экономически, то есть значительное снижение затрат на энергоносители, которые генерируются самостоятельно. Технология производства биогаза, то есть будем рассматривать на основании фермы либо проект, либо комплекс, либо завод, пивная дробина, не имеет значения, откуда поступает сырье. Как правило, это приемная емкость, где скапливается сырье для переработки биогаза. Здесь, может быть, оно смешивается с другим сырьем, которое привозится из других участков. Например, часто в Европе объединяются хозяйства, и они собирают все отходы с разных хозяйств, тем самым обеспечивая, как говорится, переработку от всех участков одной большой биогазовой станции. Жидкое и твердое, то есть отдельно, как говорится, жидкий сливается, как правило, в приемную яму или емкость КНС. Твердые, которые не текут, не капают, направляется в так называемое устройство подачи, как говорится, фидер, который подает шнековым транспортером в биогазовую установку, так называемый кормит. Но еще один момент, главное жидкую и твердую фазу перемешать в определенном процессе. И за это отвечает, как правило, специальный контроллер, который знает, вносится какое сырье, какой энергетической ценностью имеет место быть. Поэтому абы что добавить нельзя. Перед тем, как биогазовая установка запускается, всегда прописывается все сырье, которое нужно. И просто ради эксперимента нельзя вносить. Например, если внесем горчичный жмых, погибнет вся микрофлора. У них серьезная антисептическая, как говорится, подоснова. И горчичный жмых, например, ни в коем случае нельзя использовать для производства биогаза. И поэтому все сырье перед тем, как вносится, проводится тестирование и заносится в программу, чтобы можно было использовать. После этого система автоматически дозирует необходимое количество продукта, субстрата для полного заполнения метантенка первого этапа, основной ферментер. Как правило, все метантенки оснащены системой обогрева. В Европе, например, ставятся практически на поверхности. Мы рекомендуем заглублять на 50%, тем самым у вас обеспечивается и изоляция, и, как говорится, упрощается строительство здания. Обязательно для равномерного распределения всех бактерий и перемешивания, исключения заиливания процесса присутствует перемешивающее устройство. Для разделения стадий, как правило, используется ферментер дображивания, куда перекачивается вторая стадия и метанообразование, перевод уксусной кислоты в метанообразование происходит именно на этой стадии. Перекачка всех жидких продуктов посредством шнекового насоса направляется всего лишь один насос, роторно-лопастной, он перекачивается, закачивает, может в автоматическом режиме непосредственно установлен один насос на всю биогазовую установку. Где накапливается биогаз? Конечно, в газгольдере. То есть это верхняя часть биогазовой установки, где за деревянным балочным сводом в случае отсутствия биогаза, куда опускается мембрана, она эластична, она может увеличиваться в размерах, уменьшаться в зависимости от количества вырабатываемого биогаза. После того, как процесс завершен, переброженная, как говорится, жидкость, дигестат, готовое органическое удобрение, отправляется в навозонакопитель, хранилище дигестат. Не навозонакопитель, а хранилище дигестации, это лагуна или некая емкость металлическая. Как правило, она должна быть оснащена погружной мешалкой для того, чтобы
продукт не заилился. У нее есть большая концентрация сухих веществ, это порядка 83-88%, в зависимости от процесса. Выработанный биогаз направляется в газопровод и сепаратор конденсата, который обеспечивает отделение серной кислоты и углекислоты. Как правило, он имеет достаточно протяженный участок вокруг всей биогазовой установки. Просто трубопровод за счет своей длины, холодного корпуса наружного, то есть конденсат выпадает в осадок. Сливается газовый конденсат, а газ, соответственно, идет уже на переработку. Тем самым он уже отделяет часть СО2 и снижается сероводород. После этого, если нам необходимо очистить более высокие показатели, да, есть дополнительная система очистки. После чего биогаз или биометан направляется в когенераторную установку, которая за счет своей высокой энергоэффективности и рекуперации энергии, то есть возврата тепла, он обеспечивает, как говорится, отвод холодной горячей воды, который используется примерно 5% на обогрев своей же биогазовой установки и тем самым на охлаждение двигателя. То есть энергия берется не только от сжигания, но и охлаждения непосредственно двигателя внутреннего сгорания. Тем самым в обычном двигателе внутреннего сгорания КПД это порядка 35%. В данном случае генераторные установки могут достигать до 70% за счет своей энергоэффективности. После этого еще также здесь не представлено на слайде, но в случае аварийного сброса есть так называемые факелы-дожигатели, которые могут сжечь излишний биогаз или повышенное давление. Как правило, выглядят биогазовые установки большой мощности, которые рассчитаны на полную переработку эффективно всех трех ресурсов, которые мы получаем. Это жидкие удобрения, то есть это биогазовые первичные метантенки, вторичные, это уже накопители. Этот завод по переработке и фасовке органических удобрений твердых, здесь осуществляется компостирование, здесь идет подсушка и фасовка. А также здесь на этом заводе происходит первичная растарка продуктов просрочки после супермаркетов. То есть это один из заводов, который распространен по всей Европе, который принимает просрочку из супермаркетов. В России мы прорабатывали этот проект с компанией «Магнит» до консолидации активов вместе с ВТБ. Пока этот проект заморожен, не дошел до реализации, но на самом деле в Европе уже давно все биоотходы, об этом я скажу чуть попозже, растариваются и используются для переработки биогаза. Тем самым они существенно повышают эффективность биогазовой установки. Это 3D-модель, как выглядит ферментер и реактор. Как я говорил, наиболее эффективно устраивать, тем более в холодное время года, в холодных климатах, как в России, заглублять. Устанавливаются мешалки, деревянные стропила, дерево практически не подвержено износу и воздействию биогаза. То есть деревянная колонна, опалубка, на которой складывается так называемый, как говорится, материал эколан и экомембрана, это резиновая, которая этот экран в первую очередь сдерживает биогаз, а это просто эластичный экран, как говорится, из резиновой специальной армированной пленки, которая растягивается и сжимается в зависимости от количества и давления биогаза. Соответственно, основание биогазовой установки может быть обычно выполняется из армированного бетона. Стенки выполняются, как правило, также из бетона. Но важный момент, они выполняются через специальную опалубку, несъемную. То есть она полностью изолирует. Нет, это не пенополистирол, это пластика полиэтиленовая.
Да, здесь это утепление, как говорится, здесь зависит, да, несъемная опалубка, которая абсолютно верно заливается, и при этом она полностью изолирует. То есть, так как биогаз очень, навоз очень активный, чтобы не воздействовал на бетон, то важно, чтобы он был полностью изолирован полиэтиленом. То есть для этого и используется несъемная опалубка. Здесь можно видеть, как говорится, монтаж балочного свода. Он как бы имеется отверстие, через которое биогаз проникает, но при этом здесь можно ходить, и здесь находится экран, который опускается, поднимается. На фотографии также представлена система обогрева, то есть это полиэтиленовые трубки, которые опоясывают полностью биореакторы. Какие-то из компаний используют нержавейку, но наша компания пришла к выводу, что использование нержавейки это существенно удорожает процесс, и временное использование гораздо ниже, чем полиэтилена. Полиэтилен может использоваться больше 50 лет. Вот здесь как видно, что геомембрана Биолам до запуска, это после запуска. Она растягивается, если в процессе каких-то пусконаладок, либо откачки или полной выработки биогаза, она, естественно, будет опускаться. Пример роторно-лопастного насоса, который полностью в автоматическом режиме может обеспечивать путем манифолда распределение. У нас, как правило, в проектах используют либо роторно-лопастной, либо шнековый насос, потому что они не требуют, они работают полностью под вакуумом и могут перекачивать в любую сторону, и в одну сторону, и в другую, и обратно. Что означает под вакуум работать? Под вакуум это значит полное заполнение гидравлически. То есть, вращаясь в одну сторону, качает напорный патрубок в одну сторону, вращаясь в другую, качает в другую сторону. Да? То есть, тем самым можем одним насосом перекачивать по одной магистрали в разные стороны жидкость. При этом задвижки, они могут быть установлены как механически, так и, как правило, от ручного электромеханического привода, которые открываются и закрывают в зависимости от условий. Вот здесь как раз представлена система до очистки биогаза от повышенного содержания СО2. Это так называемый фидер, загрузчик твердых органических продуктов, которые непосредственно загружаются внутрь установки. Эта установка без использования жидких отходов, только используются твердые органические удобрения. В данном случае это силос кукурузы. Когенерационная установка, они сделаны на базе поршневых дизельных двигателей, основная, да, с системой рекуперации энергии. Как правило, это блочно-модульные установки, которые монтируются в непосредственной близости от установки, биогазовой установки. Программа управления биогазовой установки – это полностью автоматический щит управления с сенсорной панелью и с удаленным управлением, к которому подключен как компания-установщик, сервисная компания, в данном случае биокомплекс, и также, естественно, оператор может включать-выключать все оборудование непосредственно на экране. Здесь можно видеть, что включение-выключение насосов, направление движения, загрузка-выгрузка. Также здесь указываются килограммы, объемы в каждом резервуаре включения или выключения генерационных установок, количество вырабатываемой энергии, всего энергии, коэффициент эффективности, все показатели, которые зависят от эффективную эксплуатацию. Подведем итог, то есть в рамках животноводства это не только выработка электроэнергии, которая потребности животноводческих комплексов, но также ускоренная переработка жидкого навоза и получение высококачественного удобрения, а также производство переработанного биогаза в дешевую тепловую энергию, которую можно передавать в животноводческие комплексы, получение органического удобрения на свои поля и, соответственно, электроэнергия поддержания своей же инфраструктуры. Давайте посмотрим экономику, что, откуда, как окупается и насколько вообще можно сделать биогазовую установку окупаемой. В чем смысл биогазовой установки, чтобы она была окупаема? Рассмотрим свинокомплекс на 5200 свиноматок,
Объем навоза 227 тысяч кубов в год, влажность 93%. Это эквивалент 3800 дойных коров вырабатывают приблизительно такой же объем навоза в год. То есть только, естественно, мы берем за пользование кредитом, лизингом 12%, амортизация оборудования, амортизация зданий и сооружений, возмещение НДС под инвестиции, финансирование за счет собственных средств – это порядка 30%. Срок кредита, льготный период кредитов компания Федерального фонда развития ФРП и, соответственно, стоимость электроэнергии, рыночная стоимость, по которой мы применяем. В России, к сожалению, не действует во многих регионах так называемый зеленый тариф. Все его давно ожидают, и поэтому у нас нету такого бума активности строительства биогазовых установок и их популярности в России, несмотря на то, что данная тема очень актуальна и интересна. Пока мы можем только брать коммерческие условия и коммерческую стоимость электроэнергии. Хотя в Белгородской области согласован льготный тариф, который составляет 9 рублей, подписан энергетической комиссией на 9 лет. На 10 лет первые биогазовые установки, как раз 3 биогазовые установки, работают именно в этом регионе достаточно успешно. Естественно, чем выше стоимость, тем быстрее окупаемость. Есть, а вот при такой стоимости окупаемость проекта сколько лет? Вот я как раз слайд переключил. Да? Предварительный расчет окупаемости проекта при такой стоимости 9,2 года. Ни один инвестор в России не скажет, что мне это интересно. Интересная окупаемость – это, как правило, 5 лет. Когда будет 3-5 лет, тогда инвестор выстроится в ряд. Пока на сегодняшний день эта технология не очень хорошо окупается, не очень быстро. Но в нашей компании мы готовы к введению зеленого тарифа, который в ближайшее время будет. У нас ведутся постоянные переговоры с Минпромторгом, опять же, по данному оборудованию, с Минсельхозом, с региональными энергетическими компаниями. То есть мы обладаем этой информацией и поэтому готовимся. Да? Как можно сделать, чтобы уже сейчас снизить инвестиционные затраты? Мы, опять же, в некоторых регионах, как я сказал, не хватает, или проблема экологическая, то есть невозможно вносить нативный навоз, нужно его перерабатывать. Если его много, то его нужно перерабатывать в течение 6-12 месяцев, строить сооружения, то есть так называемые закрытые лагуны, и вносить внутрипочвенно, то есть это тоже определенные затраты. Когда можно переработать биогазом и сразу же одновременно можно уже вносить, не выдерживая, то есть это дополнительный экологический фактор. Что можно для этого сделать? Вот здесь посмотрите, 2 проекта. Свиной навоз без разделения или просто навоз свиной или ферм КРС с разделением. В чем разница? Да? Мощность биогазовой установки практически идентична. Я перескочу на следующий слайд, чтобы можно было понимать. Это размер общий, размер биогазовой установки объемом 5000 кубов один ферментер. Этот размер ферментера 3000 кубов, который работает с более концентрированным продуктом 12% содержания сухих веществ. Этот с менее концентрированным, то есть навоз жидкий, 6%. Вырабатываемая электроэнергия и тепловая энергия абсолютно идентична. Как вы думаете, стоимость строительства, эксплуатации, окупаемость меньше установки на 40% или больше на 40%? Что будет быстрее? Конечно, меньше. Поэтому целесообразно использовать сгущение исходного навоза с содержанием влаги, содержанием сухих веществ с 6% до 12% с помощью цеха разделения навоза на фракции. Тем самым мы добавляем твердую фракцию непосредственно в биогазовую установку. И тем самым мы делаем проект быстрее окупаемым. То есть уже просто за счет разделения дешевого, простого решения обычный сепаратор позволяет снизить инвестиционную стадию почти на 2,5 года. Давайте сравним первый и второй проект. Тут показатель в пользу второго проекта.
Это снижение показателей мощности незначительное 14%. Речевая стоимость приобретения оборудования существенно на 30% меньше. Это стоимость оборудования. Удельные инвестиционные затраты снижаются на 20%. И, соответственно, расчетная себестоимость 1 киловатт электроэнергии тоже снижается. Получается себестоимость 3,2 рубля за киловатт. Против 4 рублей за киловатт в первом случае. Тем самым мы получаем снижение общей окупаемости на 26%. Это бизнес-проект рассмотрен для навоза. Но если вы будете добавлять более энергетически ценные продукты, например, просрочка супермаркетов, силос, пивная дробина, это отходы боин мясокомбинатов, то вы автоматически уменьшаете объем накопителя, делаете энергоэффективность, сколько можно выработать в этом же объеме, просто биореактор, то есть это желудок. То есть мы будем кормить биоустановку более высококачественным энергетическим сырьем, который выработает больше электроэнергии. Соответственно, будет в том же объеме, при тех же инвестициях, быстрее окупаемость. Скажите, а вот там цех, вот это разделение, там же ведь еще помещение дополнительно должно быть. Он очень совсем простецкий. Я к этому вопросу вернусь, вам покажу слайд, что из представляет цех разделения. Кстати, у нас также вот сегодня была, уже сегодня была, больше не будет, то есть особенности разделения навоза. Но я вернусь специально, ответив на ваш вопрос. Это схема процесса баланс субстрата. То есть, как правило, сколько в биоустановку вошло, столько и выходит исходного продукта и энергии. То есть важный момент всегда оценивать и рассчитывать биопроект перед запуском. У нас есть специальная программа расчета в зависимости от исходного сырья. Если кто-то хочет рассчитать биогазовую установку прямо очень оперативно, оставляйте заявку. Исходные параметры — это субстрат, его количество, в каком объеме. И дальше у нас программа автоматически все рассчитает, и мы получим показатели энергетической эффективности этой биогазовой установки, показатели, сколько у нас какого продукта, объем поставки биогаза, да, сколько у нас выработает генерационная установка, да, сколько у нас будет выработано жидкой фракции, так называемой дигестата, после ферментера и дображивать, сколько нам объем нужно резервировать для хранения жидкой фракции и для хранения жидкой фракции и твердой фракции. То есть это программа, которая позволяет рассчитать некий бизнес-проект. Сколько же можно заработать или сэкономить за 10 лет, да? Суммарная экономия средств на стоимость электроэнергии за 10 лет после завершения процесса окупаемости, после, в данном случае, 6,8 лет, если будет энергетический тариф, кратно уменьшится. Если будет более ценное сырье, еще уменьшится. В Европе это реально бизнес-модель, которая работает. Окупается в среднем за 3, максимум 4 года. Но в основном части это 2-2,5 года. И это реально при их так называемой зеленом тарифе. Когда у нас он будет также, но даже в этих условиях у нас затраты по закупке электроэнергии из сетей за 10 лет для свинокомплекса мощностью 5200 свиноваток 677 миллионов рублей. Суммарная экономия 346 миллионов рублей. То есть это даже затраты энергии, это просто по рыночным ценам с учетом прироста стоимости 5% ежегодно. То есть 346 миллионов рублей за 10 лет. Вы имеете в виду 5% это стоимость электроэнергии? Нет. Здесь затраты при закупке электроэнергии из сети на потребности свинокомплекса за 10 лет. Затраты по себестоимости электроэнергии от биогазовой установки после периода окупаемости. Это затраты на генерацию электроэнергии. А это суммарная экономия по сравнению с тем, что мы будем закупать из сетей.
Понимаете? То есть у нас чистая прибыль, чистая экономия составит 346 миллионов рублей. 5% это что? Затраты на электроэнергию при покупке из сетей данных с учетом возможного ежегодного прироста в размере 5,2. Если мы вернемся назад, то есть мы цену электроэнергии взяли 5 рублей 20 копеек. И на 10 лет мы ежедневно индексируем на 5%. Да. Чтобы сделать биогазоустановку еще более эффективной, да, то целесообразно использовать более ценные органические отходы к переработке. В данном случае это органические отходы пищевых и перерабатывающих производств, просрочка супермаркете, брак основного производства, мясокомбинатов, утиль какой-то, падеж скота, ну и так далее. То есть все продукты, которые биологически произведены, органические продукты можно перерабатывать в биогаз. Тем самым мы решаем проблему утилизации, потому что мы всегда тратим ресурсы, деньги на утилизацию. А в данном случае мы перерабатываем, экономим на электроэнергии, тепла и получаем с каждого биогаза, кубометров биогаза электроэнергии и тепловой энергии. А в конечном итоге мы получаем еще ценное органическое удобрение, которое мы вносим на свои поля, снижая затраты на минеральные удобрения. Если бы мы в экономику также для вертикально интегрированного холдинга учли экономию на минеральных удобрениях, естественно, окупаемость была ниже. Потому что на каждые 5000 гектар затрат минеральных удобрений покупки от 7 до 15 миллионов в год в зависимости от регионов. У кого-то более качественная земля, там меньше нужно закупать. Но 7-15 миллионов для обеспечения удобрений минеральным удобрением. И весь объем можно заменить качественным органическим удобрением после биогазовой установки Дигистат. Здесь я презентую проект, который мы делали для части проекта. То есть это растарка, подготовка, прием самого сложного продукта. Это продукт просрочки мясокомбинатов. Да? То есть этот продукт, как правило, приходит исходно. Он проходит измельчитель целиком, всю упаковку, весь продукт вместе с упаковкой подается на измельчитель. После этого шнековый пресс отделяет отдельно суспензию, биомассу, которая направляется в биогазовую установку, и остатки упаковки на утилизацию. Ну, естественно, мы промываем через промывочный барабан остатки исходного продукта по той причине, вы скажете, наверное, там затраты воды большие, но здесь нужно разбавлять, потому что биогазовая установка работает с максимальной концентрацией сухих веществ 85%. То есть это жидкость. И сюда нужно добавить, если вы работаете с силосом, либо с твердыми отходами, например, жмыхи, шроты, какие-то там некондиционное запревшее зерно, которое в огромном количестве после элеваторов образуется, то нужно разбавлять водой. После промывки эта концентрированная жидкость, соответственно, направляется в биогазовую установку, а чистая упаковка сдается на утилизацию, которая легко калибруется. Отдельно пластик, стекло и металл. И вы получаете, естественно, деньги от приемки и утилизации. В любом случае комплексные системы, сложные системы требуют внимательной проработки от самого проекта. Чтобы костюмчик сидел, нужен качественный партнер, который выполнит полностью работу. Мы именно та компания, которая гарантирует результат от процесса разработки технологий, подготовка проектной документации, подбор оборудования, чтобы не было такого, что претензии к пуговицам есть, пуговицам нет. К рукавам претензии есть, к рукавам претензий нету. Да, ну как у Райкина, да, но костюмчик не сидит. Но в этом и проблема. Мы являемся и логистической компанией, доставляем, осуществляем сборку, наладку, обучение, как это работает, аттестацию знаний, чтобы вы были уверены, что ваш персонал работает верно, правильно, и в долгосрочной перспективе этот бизнес-проект будет работать. Осуществляем гарантийное сервисное обслуживание, плановый предупредительный ремонт и диагностику. И, естественно, поставку любых запчастей. Почему мы так уверены? У нас более 650 действующих объектов на всей территории России, в 85 регионах. Это и Камчатка, и Сахалин, и Якутия, и Мурманск, и Чечня, и Калининград.
не говоря уже о Центральном федеральном округе, Сибири и южных частях региона. Мы понимаем и знаем, что в сезон, в простой невозможно, мы работаем в сельском хозяйстве, в пищевых и перерабатывающих производствах, нельзя простаивать ни минуту, поэтому мы всегда гарантируем поставку любой запчасти в течение 24 часов, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы все запчасти основные имеем на складе. А наши сервисные бригады, которые работают по всей России, могут легко сделать вам монтаж, пусконаладку, гарантийный и сервисный ремонт, профилактическое обслуживание, устранение каких-то неисправностей и обучения. Для планового предупредительного ремонта и обслуживания у нас есть сервисный центр, который быстрее и легче и дешевле выполнит плановый предупредительный ремонт, чем ремонт в процессе сезона, который будет гораздо дороже или в случае поломки. Да? Но также мы являемся и ремонтной сервисной базой. В случае даже очень сложных ремонтов иногда нам клиенты привозят оборудование с колес, просят ремонтировать и в этот же день забирают. Так как у нас доступность всех запчастей, то мы можем себе это позволить, даже в выходные дни. Многие не уверены в решениях, которые мы прорабатываем, поэтому мы готовы всегда выезжать на действующие объекты, демонстрировать эффективность, демонстрировать работоспособность, давать на тест оборудование и получать обратную связь от клиента, что это действительно работает. Мы команда профессионалов, мы несем ответственность за наши решения, потому что мы понимаем, что все решения должны генерировать прибыль и снижать затраты. Наши решения для вашей прибыли. Спасибо за внимание. Если у кого-то какие-то вопросы, я готов ответить.